Путь мага и путь денег противоположны друг другу. Первый ведет к вечности, второй к полному и беспрекословному уничтожению, небытию в самом буквальном смысле. Как и все в этом мире, деньги являются проявлением энергии. Чтобы обладать деньгами, необходимо научиться управлять энергией денег. Как правило, обычные люди не умеют взаимодействовать с энергией денег, подчиняются этой энергии и становятся бедными, потому что теряют контроль над своей жизнью. При этом обеспеченный человек, находящийся во власти денег и собственного вожделения, тоже является бедняком. Маги же видят энергию денег и умеют с ней взаимодействовать, поэтому деньги не способны подчинить магов, но маги обладают и контролируют энергию денег и всегда живут в достатке. Чтобы стать богатым, не нужно подражать богатым. Чтобы стать по-настоящему обеспеченным, необходимо научиться видеть мир как маги и мыслить магически. Но как начать мыслить как маг и научиться управлять энергией денег? С помощью магического знания, которое было описано магом и воином духа Карлосом Кастанедой в своих книгах, и который раскрыл магические секреты управления энергией денег. Сегодня мы раскроем вам 9 магических принципов взаимодействия с энергией денег, которые позволят вам стать обеспеченным и богатым человеком. Некоторые идеи из видео могут показаться вам сложными. В этом случае не торопитесь, остановите запись, обдумайте сказанное и продолжайте смотреть видео дальше. Сделав так и посмотрев видео до конца, вы поймете, как управлять энергией денег и осознаете, что находитесь в нескольких шагах от богатства, которое принадлежит вам по праву вашего рождения. Постарайтесь на какое-то время отбросить ваши сомнения, претензии, колебания и настроиться на чистое магическое взаимодействие с силой, которое откроется вам во время просмотра этого видео. Действенность магического взаимодействия с энергией денег продемонстрировал на себе Карлос Кастанеда. Хотя он и родился в обеспеченной семье и приобрел первый капитал с продажи своей первой книги «Учение Дона Хуана», истинно богатым Карлос Кастанеда стал только после обучения у своего учителя Дона Хуана, который передал ему магическое знание. Однажды некий журналист пригласил Кастанеду на свое шоу и предложил ему $1 миллион только за то, что Кастанеда покажется в телестудии перед камерами. Известно, что Карлос Кастанеда запрещал себя снимать и записывать свой голос, чем неимоверно разжигал любопытство обывателей к своей персоне. Умея управлять энергией денег и не испытывая проблем с деньгами, Карлос Кастанеда отказывается от чека с огромной суммой, предложенной журналистом. Вы наверняка спросите, почему Карлос просто не показался пару минут на камеру и не заработал легкие деньги? Дело в том, что Карлос Кастанеда был магом, который обладал способностью взаимодействовать с энергетическими потоками от осознающей сути, которую маги называют духом. Потоки энергии от духа являются силой мага. Сила раскрыла перед Карлосом Кастанедой истину о том, что чтобы стать по-настоящему обеспеченным, необходимо научиться видеть мир как маг, восстановить связь с духом, наполнить себя силой и развить видение, позволяющее видеть энергии Вселенной. Видя энергии и взаимодействуя с ними, маг учится управлять энергией денег и становится богатым. Именно поэтому Кастанеда отказался от $1 миллиона, предложенного журналистам. Не ставьте себе целью успех. Чем больше вы будете стремиться к нему, тем вернее вы его упустите. За успехом, как и за счастьем, нельзя гнаться. Он должен получиться и получается, как неожиданный побочный эффект личной преданности большому делу. Маги – истинно богатые существа. Следуйте 9 тайным принципам магического знания взаимодействия с деньгами, в которых мы расскажем, чем мышление бедного и богатого человека отличается от магического мышления, и становитесь по-настоящему богатым человеком. Первый принцип. Бедные люди не умеют жить по средствам. Бедные люди, следуя за рекламой, начинают преследовать чужие цели. Так, бедные люди, не имея собственных целей, тратят всю свою энергию и деньги, чтобы казаться похожим на кого-то другого и соответствовать чужим целям. Ложные цели ведут к бедности. Богатые люди ставят перед собой цель, осознают ее реальную ценность в собственной жизни и инвестируют в эту цель свою энергию и финансы. Это дает последовательность и упорядоченность. Где порядок, там деньги. Маги видят нечто большее. Они идут к целям, которые перед ними ставит их дух. Благодаря вере в цель, маги призывают в свою жизнь силу, которую дух дарует им для реализации поставленной цели. Благодаря вере, маг на тончайшем уровне улавливает идею. Так раскрывается видение.
Видение дает понимание, как управлять энергией денег. Тем самым маги привлекают в свою жизнь деньги и благодаря силе и своей упорядоченной жизни воплощают идеи от духа в материальный мир. Второй принцип. Бедные люди экономят и сберегают. Когда бедные люди преследуют чужие цели, перераспределение энергии и денег в их жизни происходит неравномерно. Энергия и деньги тратятся на то, что не нужно, и их становится недостаточно для того, что действительно необходимо. На самом деле это не экономия, а безрассудное отношение к своим силам и ресурсам. Богатые люди вместо сокращения расходов сосредотачиваются на увеличении доходов. Богатые люди рассматривают целесообразные затраты не как потери, а как инвестиции, способные привести к большим результатам и большим доходам. Так за каждой сделкой богатые видят потенциальный прирост, а не будущие убытки. Маги видят дальше. За новым начинанием маги видят вызов, который перед ним ставит дух. Взаимодействуя со своим духом, маги придерживаются необходимого, и поэтому в их жизни увеличивается сила. Маги не экономят и не сберегают. Маги избавляются от всего, что мешает им взаимодействовать с духом и следовать силе. Сила позволяет магам управлять энергией денег. Поэтому маги никогда не испытывают финансовую нужду. Вы видите вещи не такими, какие они есть, а такими, какие вы есть. Третий принцип. Бедные люди никогда не покидают насиженных мест и привычных компаний. Зачастую бедные люди не приемлют альтернативной точки зрения и видения на окружающий мир. Очень часто бедные люди привыкают к одной картине мира, с которой им проще жить, и которая привела их к бедности, и боятся отойти от привычных взглядов. Чтобы изучать новое, нужна смелость и сила, которых у бедных людей не хватает. Богатые люди, напротив, открыты к новым знакомствам, так как рассматривают изменения в своей жизни как новые возможности. Знакомясь с новыми людьми, богатые люди не боятся кого-то разочаровать или показаться глупым, так как у богатых сформировано четкое убеждение, что собственная жизнь зависит целиком и полностью только от них самих. Маги воспринимают мир на гораздо более глубоком уровне. Для магов новые контакты и знакомства – это вопрос стратегического и практического отношения к собственной энергии. Чтобы сэкономить собственную энергию, маги избегают дурных привычек, дурных компаний и ищут общество сильных людей, умеющих взаимодействовать с силой и энергией. Так маги охотятся за силой. Сила раскрывает в магах умение взаимодействовать с духом. Дух наделяет мага всем необходимым и учит управлять энергией денег. Поэтому маги никогда ни в чем не нуждаются. Безусловно, понятия душа и дух не являются совсем обычными понятиями, которыми мы привыкли оперировать в повседневной жизни. Для кого-то эти категории могут быть совершенно новыми идеями. В работе с новыми идеями необходимо взаимодействовать с теми, для кого такие идеи стали частью их жизни. Но таких людей может и не быть рядом. К слову, для этой цели мы и создали закрытый клуб Way in Silence, в котором вместе с участниками мы соприкасаемся к неизведанным сторонам как духовной природы человека, так и к неразгаданным тайнам мира и космоса. Именно закрытый клуб Way in Silence помогает найти единомышленников и начать воспринимать мир лучше, яснее и глубже. На случай, если вы хотите присоединиться к нам в клубе и научиться воспринимать новые идеи, которые обогатят вашу жизнь, мы оставим ссылку в описании к видео. Четвертый принцип. Бедные люди живут одним днем. Жизнь, полная проблем, и незрелая философия жизни истощает бедных людей. Уставшие и истощенные бедные люди не способны выстроить четкую и ясную стратегию, которая привела бы их к богатству. Но на самом деле у бедных людей зачастую вовсе и нет никакой стратегии. Поэтому бедные люди живут одним днем, повторяя одни и те же ошибки каждый день и до конца своих дней. Богатые люди умеют действовать последовательно. Широкий кругозор позволяет им смотреть на любую ситуацию глобально и как бы на расстоянии. Такое умение позволяет людям выстраивать стратегию и видеть новые возможности. Новые возможности позволяют богатым людям более легко взаимодействовать с энергией денег и привлекать их в свою жизнь. Маги пребывают не близко и недалеко. Маги находятся сознанием в бесконечности, где взаимодействуют со своим духом. Маги понимают, что их время на Земле ограничено. Маги не забывают о том, что они смертны, и поэтому любое дело они делают с максимальной отдачей, искренностью и эффективностью. При этом маги умеют служить своей цели, которая находится не на этой Земле, но в бесконечности, где пребывает их дух. Цель от духа проходит через все земные жизни мага.
Служа своей цели, трудясь эффективно и с полной самоотдачей, маги существенно выделяются на фоне других людей и максимально эффективно управляют энергией денег. Все больше людей сегодня обладают средствами для жизни, но не имеют смысла жизни. Пятый принцип. Бедные люди не готовы рисковать. Отказываясь постоянно обучаться, бедные люди теряют гибкость и подвижность восприятия действительности. Любая перемена превращается для бедных людей в серьезное и трудное испытание, которое бедные люди избегают всеми возможными способами, чтобы не испытывать страха перемен. Не меняясь, бедные люди не могут стать обеспеченными. Богатые люди видят в рисках возможность разбогатеть. Богатые люди более приспособлены к изменяющемуся миру ввиду своего кругозора и масштабности восприятия любой ситуации. Оценивая риск и основываясь на логику и здравый смысл, богатые видят в риске возможность разбогатеть. Так богатые люди становятся еще богаче. Маги, в отличие от богатых людей, видят напрямую энергию и воспринимают себя частью энергии. Маги не ищут богатства как такового, маги ищут силу. Источником силы магов является их вечный дух. Маги воспринимают любую ситуацию в жизни не с точки зрения рисков, а с позиции возможности преодолеть свою глупость, благодаря усилиям в преодолении жизненных ситуаций, которые им предлагает их дух и судьба. Преодолевать глупость не является риском для магов. Мириться и жить с глупостью – вот единственный риск, с которым встречаются маги. Потому что глупость скрывает от мага его дух. Без духа из жизни мага уходит сила, и вместе с ней умение управлять энергией денег. Шестой принцип. Бедные люди всегда ищут виновных или находят причину своих бед в обстоятельствах. Такая позиция культивирует в сознании бедных людей чувство жалости к своей персоне, которое является замаскированным чувством собственной важности. Чувство собственной важности действует опустошительно и разоряет сознание людей, выкачивая из их жизни всю энергию, в том числе и энергию денег. Богатые люди приучаются брать ответственность за происходящее на себя. Принятие ответственности на себя позволяет богатым людям осознать необходимость внутренних перемен. Внутренние перемены делают сознание богатых людей гибким и ясным. Ясность привлекает в жизнь богатых людей деньги. Отношение магов значительно глубже. Маг берет ответственность за свою жизнь и тем самым избавляется от чувства жалости к собственной персоне, которое является проявлением глупости. Избавляясь от глупости, маги привлекают силу, так как именно глупость мешает взаимодействовать с духом. Силой от духа маги управляют энергией денег и никогда не испытывают нужду. Интуитивный ум – священный дар, рациональный ум – верный слуга. Мы создали общество, которое угождает слуге и забыло о даре. Седьмой принцип. Бедные люди не ценят свое время и сливают свое время впустую. Бедные люди не имеют своих целей и живут целями, которые видят в рекламе. Не имея собственной цели, бедные люди не способны адекватно оценить необходимость эффективного труда и времени, которое должно быть затрачено на такой труд. Колоссальное безответственное отношение ко времени уводит из жизни бедных людей деньги. Богатые люди инвестируют собственное внимание и деньги в саморазвитие. Саморазвитие дает богатым людям ясное и гибкое сознание, с которым возможно создавать и творить. Сила созидания и творчества привлекает деньги в жизнь богатых людей. Маги, в отличие от обычных людей, которые живут как бессмертные, ценят каждое мгновение своей жизни. С одной стороны, маги в условиях ограниченности времени отказываются от всего, что уводит их от силы и культивирует глупость. С другой стороны, каждая секунда и каждое мгновение тратится магами на эффективную и качественную работу. Каждая битва с собственной глупостью для магов может стать их последней битвой на этой земле. Так, маги становятся эффективными. За эффективностью в жизнь магов приходят деньги. Восьмой принцип. Бедные люди не готовы обучаться. Нежелание обучаться отнимает у бедных людей вариативность восприятия. Поэтому каждый день бедных людей похож на предыдущий. В жизни бедных людей на самом деле ничего не происходит. Там, где нет изменений и обучения, нет и денег. Богатые люди значительно более активны в своем развитии. Поэтому богатые люди способны смотреть на одну и ту же ситуацию под разными углами и обладают шансом увидеть возможности разбогатеть там, где до этого никто не видел таких возможностей. Обучение и вариативность дает богатым людям подвижность. Там, где подвижность, протекает энергия денег. Маги учатся не зарабатывать деньги, а укреплять свой тональ.
Тональ – это обычное повседневное интеллектуальное восприятие жизни. Упорядоченный и развитый тональ способен помочь магу раскрыть нагваль и перейти в третье внимание, чтобы слиться со своим духом. Нагваль – это разумное и чувственное восприятие мира, в то время как третье внимание – это полное растворение личности в энергиях Вселенной. Для перехода в третье внимание маги должны обладать высоким интеллектом, быть образованными и крайне разумными в своей жизни. Переход в третье внимание позволяет магам управлять энергией в мире, в том числе энергия денег. Поэтому маги никогда не испытывают нужду в деньгах. Заключительный, 9-й принцип. Бедные люди фокусируются на проблемах, а не на поиске решения. Тем самым бедные люди теряют способность видеть в проблеме возможности и сдаются в плен проблеме, культивируя в себе чувство жалости к собственной персоне. Энергия денег утекает оттуда, где чувство жалости к себе приравнено к философии жизни. Богатые люди умеют как бы заглядывать за проблему и видеть возможность ее решения. Решение проблемы открывает перед богатыми новые горизонты и новые способности. Поэтому в жизни богатых людей есть пространство для роста и движения. С персональным и личностным развитием в жизнь богатых людей приходят деньги. Маги видят мир как тайну. Мир для магов – это не последовательность проблем, это поиск возможностей реализации своего магического потенциала, победы над глупостью и перехода в третье внимание для того, чтобы восстановить связь с собственным духом. Благодаря такому восприятию маги осознают себя частью бесконечной тайны мира на глубинном уровне, ощущая себя и в себе бесконечность. У бесконечности не может быть никаких проблем, поэтому деньги, их отсутствие или наличие для магов не являются проблемой. Представленные 9 магических секретов для улучшения своего благосостояния являются той базой, на которую маги опираются в развитии своего умения управлять энергией денег. При этом 9 магических секретов доступны для понимания и реализации для любого человека. Именно так у каждого человека появляется возможность получить то богатство, которое будет принадлежать ему, лишь только его мышление станет магическим. Магическое мышление и описанные 9 шагов на пути к богатству помогут человеку обрести долголетие, покой и ясность. С ясностью придет умение управлять энергией денег. Так человек перестанет испытывать нужду и станет по-настоящему богатым.